Привет, друзья, с возвращением на мой канал. У микрофона, как всегда, Свит, и в этом видео я бы хотел рассказать про героев, которые, как мне кажется, максимально подходят для игры в доту и получения удовольствия. Сами понимаете, ты сидишь, играешь в доту, сливаешь там или поднимаешь рейтинг, но помимо этого ты получаешь удовольствие от игры. И это, конечно, не может не радовать. Поэтому я очень рад вам представить своих героев. А вы записывайте. Не забывайте ставить свой кайфный лайк на это видео и посмотрите его полностью. Также я учел тот факт, что можно играть на этих героях и пить пиво. То есть, чтобы удовольствие было максимальное. А перед тем, как мы начнем, небольшая рекламная пауза. Ребят, хотите прикольненький инвентарь в дотке? Тогда это ваш шанс, ведь Dota Loot раздает халявные шмотки. Просто залетайте по ссылочке в описании и вытаскивайте шмотку из бесплатной сокровищницы еще до пополнения баланса. А если этого мало, то вот вам еще 2 кейса за пополнение. Сундуки на любой вкус, от бесплатных до 5 кусков. А с промокодом SWIT можно получить еще плюс 15% пополнения баланса. Так что залетайте вниз с промокодом, окупайтесь, пока ГБ не видит. Ну, конечно же, самый первый герой для кайфа это Баратрум, он же Spirit Breaker. Есть легенда, что пока Баратрум бежит в чардже, то можно успеть открыть банку пива и сделать пару глотков. Как раз добежишь до врага. Слушайте, а давайте реально проверим. Парни, я хочу проверить теорию, короче. Успею ли я открыть пиво нахуй и во время чарджа? 2 глотка во время чарджа должен делать, как настоящий игрок на баре. Парни, я бегу на бабку. Ну погнали. Да, должен по идее. Глотков? Блядь, еще долго. Совсем не важно, на какую роль вы берете Баратрума, мид, тройка или четверка, он будет очень полезен на всех линиях и стадиях игры. Только вот не стоит брать его как пятерку или керри, потому что на линии он никак не будет сейвить кора. А если будет керри, то в драке просто вкатится и умрет. Так что нужно брать его на другие линии. Сам по себе Баратрум герой очень интересный, играть на нем всегда весело из-за того, что ваш герой просто бежит через всю карту и влетает в какого-нибудь соперника. Несмотря на то, что у него всего 17% забашит врага, вы всегда ждете его и радостно смеетесь, если он выпадает. Согласитесь, это очень приятно, тем более, если враг еще и умирает. Кстати, вот я недавно играл на Баратруме и получилось так, что скорость передвижения в чардже у меня была около 1500. Я даже от этого немного офигел. Тут не то, что враг кнопку нажать не успеет, он даже не успеет увидеть вас. Как может умереть, если это будет саппортик? Также меня очень забавляет тот момент, что даже когда ты умираешь на Баратруме, ты не сильно расстраиваешься, потому что понимаешь, что через 30 секунд ты снова вкачешься во врага, и тебе не нужно будет тратить деньги на ТПшку. Чардж — покинуть тело. Второй герой для кайфа это Рубик. И сейчас я расскажу, почему так считаю, и расскажу вообще формулу, чтобы получать удовольствие от игры. Наверное, вы когда-то обращали внимание на то, что если покупать сапог первым слотом, то как-то веселее играть. Далее делаешь больше всяких передвижений, например, успеваешь выпулить крипов, убить курьера или харасить врага на линии. Так что при игре на Рубике можете взять себе сапог на первые деньги, а потом уже принести расходники. Уверяю, что игра довольно сильно изменится в хорошую сторону, но не факт, что вы ее выиграете. Однообразие убивает, и поэтому игра на Рубике сделает вашу жизнь немного веселее. Ведь помимо обычных способностей у вас будут скиллы врага, и каждый раз, используя их и убивая врагов, вы будете поднимать себе настроение. Почему же настроение падает при игре в доту? Я пришел к такому умозаключению, что при смерти вы получаете какой-то процент от максимального тильта. То есть, чем больше смертей, тем более вы раздражительный и нервный. Выход — умирать как можно меньше. И при игре за Рубика вообще можно не умирать. Поэтому берите его на вооружение. И третий герой у нас Огр-маг. Вообще, если пробежаться по героям, которых я назвал, то всегда вселяет какую-то радость процент шанса. Например, тот же Баратрум с башем, или Огр с его мультикастом на стан, или Медасик. Сам по себе герой довольно простой, ничего не стоит взять его на любую роль, ну кроме керри, конечно же, и на этих ролях он внесет большой импакт, реально большой.
Берем медасик первым слотом, линзу, аганимчик, и если прокнет мультикаст на стан, то враги просто офигеют от урона, а вы будете весело хихикать. При этом, играя на Огре, можно выпить пару бутылочек пива, чтобы катки казались приятнее. Я вообще считаю, что Огр Маг это герой, который не имеет минусов. Он настолько сильный и простой, что мне кажется, что он подходит для нашего видео даже лучше, чем Баратрум. Ладно, не буксуем и идем дальше. Четвертый герой это снайпер, и скажу я вам, что его можно пикать вообще на любую роль. Серьезно, просто будут другие шмотки на сборке. Если вы припили пару бутылочек, то снайпер в четвертой позиции зайдет как никогда лучше. При этом ваша точность возрастет даже в миллион раз, так как не будут трястись ручки. По предметам тут конечно же фаст аганим, собирается он достаточно легко. А вот от вас по игре много-то и не надо. Стреляем в врага ультой, станем, кидаем шрапнель, держим позиционку, пока заряжается ультимейт, делаем пару глоточков пивасика. Все это нельзя просто. Самое главное, не забывайте получать удовольствие от игры. Ну и последний герой это Течис. Да, ребят, вы можете получить максимальное удовольствие при игре на Течисе. Дело в том, что когда ты играешь на нем, то вообще не важно, какой у вас пинг, лагает ли игра, какой мощности комп, потому что мины будут взрываться сами по себе, если враг на них наступит. Только перед этим, ребят, пройдем небольшой тест, если вы будете играть на Течисе. Какая фраза нравится вам больше всего? Месить глину, взбить шоколадный мусс, пробить в козырного, вставить трехочковый, запедалить в коровку, прочистить дымоход, угостить обезьянку бананом, устроить шоколадную бойню, влупиться в тухлую вену, пошалить на заднем дворе, зайти в шоколадный цех, толкнуть мопед, пустить кожаную пулю, ужариться в улик, отправить белого в африканский тур. Надорвать нефтяную скважину, впитать силы земли, поработать в угольной шахте, поиграть в трубочиста, загрузить багажник. Выбирайте фразы. От вас требуется умело расставить минки в правильных местах, чтобы враг не смог их найти и взорвался. Сами представляете, какой это кайф, когда какой-нибудь керри врага взорвался на ваших свежих минках. При этом вы от этого получаете максимальное удовольствие и удовлетворение. Тут даже не важно, выиграете ли вы игру или нет, потому что кайф был уже получен. А если еще и игру выиграть, то это будет запредельно классно. При этом, играя на Течисе, можно пропустить пару глоточков пивалды, чтобы настроение поднялось еще выше. Ну что ж, ребят, надеюсь, вы досмотрели видео до конца и не забыли поставить лайк. Также я жду в комментариях ваши топ-5 героев, играя на которых вы получаете удовольствие от игры. А у микрофона был Свит, спасибо за ваше время, ваши лайки, новые видео уже совсем скоро.